В этом видео продолжим изучать учебник географии XVIII века. На этот раз изучим 4-й том, посвященный России. Вот что я подметил в этом учебнике. В официальном 1583 году англичане приплыли в Архангельск. Иван Грозный дал им невиданные торговые привилегии, и вот почему. Славный царь Иоанн Васильевич учредил первую сию коммерцию в 1569 году, и как он чрезвычайно любил английскую королеву Елисавету, то он позволил англичанам сию коммерцию и дал им большие привилегии. В 1584 году Ивана Грозного отравил английский лекарь. Для уточнения выше приведенной информации в самом конце видео зачитаю фрагмент статьи с сайта «Комсомольская правда». Следующий фрагмент. Автор замечает, что историю надо искать в соседних странах. Мы принуждаемся искать в истории соседов России дела и приключения, достопамятнейшие всего великого народа. Паулинус Гот и Иоанн Гот, писатели шведские, объявляют на примере, что шведский король Сига построил город Сигтуну на берегу озера Мелера для прекращения беспрестанных набегов атросов в году от сотворения мира 2004-го. Они, однако ж, вскоре после того нападали на оный, и ворота медные церковные оттуда с собой увезли в Русь, которые и ныне в Великом Новгороде у церкви Софийского видеть можно. Интересно здесь следующее, что автор упоминает дату строительства города в 2004 году, а точнее лето от сотворения мира. Сейчас идет 7533 лето. Соответственно, эти события происходили 5529 лет назад. Это значит, что уже тогда существовала Русь, была и армия, умеющая осаждать города. Также следует, что данные ворота изготовлены более 5500 лет назад. Стало быть, это один из старейших артефактов, которые можно увидеть своими глазами. Следующий фрагмент еще раз подтверждает, что на территории России жили скифы. Какие были древние жители в России? Жители сей земли назывались издревле скифами. Страбон их называет роксоланами. Теперь давайте перейдем к странностям, когда указанная информация в учебнике противоречит современным представлениям об истории. Первая странность. Автор сообщает, что столица на год издания находилась в Москве. Города главнейшие Российской империи. Какие суть главнейшие города Российской империи? Москва, столица губернии Тогож имени и всея России, построенная Юрием Владимировичем Долгоруким около 1115 года. Атлас выпущен в 1771 году. Официально столица должна была быть в Петербурге. Кроме того, официально тогда была чума. Вот что пишет. Эпидемия чумы 1770-1772 годов – последняя крупная вспышка этой болезни в Европе, пришедшая в Москву из Северного Причерноморья во время русско-турецкой войны. Москва была опустевшая до 1812 года. В Москве жили только немногочисленные бродяги. В ролике, посвященном войне 1812 года, французы наглядно показывают пустую и заброшенную Москву. Также интересно, что в 1770 году часть Кремля была разобрана. Часть Кремля разломана в 1770 году, чтобы снова великолепно и построить. Вторая странность – это заселение России колонистами. Давайте почитаем. Плодоносно ли сие государство и допольно ли оно населено? Оно не везде равномерно плодоносно, ни довольно по ее великой обширности населено. Но Екатерина Великая и Премудрая населила пустые места колонистами, которые со всех сторон созываются. Заселение России немецкими колонистами – довольно известное явление в истории России. Вот карта колоний. Меня лично настораживает фраза «пустые места». Куда делись те, кто жили на данных местах ранее, и почему в итоге понадобилось такое заселение, официально нам не сообщается. Показываю вам описание мест, куда определили жить колонистов. Довольно большой список. Также обратите внимание, что поселения довольно маленькие, исчисляемые десятками семей, не то что сейчас, когда без одобрения и разрешения коренных народов завозят миллионы. Третья странность – описание города Кола. Кола – столичный город российской Лапландии, близ Ледовитого моря, при устье реки Тогож имени.
Обратите внимание на фразу «столичный город». Сейчас в городе Кола живет чуть менее 9 тысяч человек. Четвертая странность встречается при описании реки Дон, который раньше начинался в другом месте. Дон, или Танаис, который течет из провинции Переславля-Рязанского в Московской губернии, впадает в Палус Меотис, или Азовское море, которое также названо Цабашским. Возьмем карту 1745 года и проверим. Действительно, Дон начинался где-то севернее Переславля-Рязанского, ныне Рязань. Дон начинался, по моим соображениям, более 100 километров севернее. Сейчас каких-либо следов старой реки нет. Также в этой области отмечены горы, которых сейчас нет. От былых гор остались скальные обнажения. Давайте я вам их покажу. Отсюда мы можем понять следующее, что где-то в промежутке между 1745 и нашими днями старое русло Дона было засыпано большим количеством глины или песка. Также были засыпаны вот эти горы. Теперь возьмем еще более старую карту и посмотрим интересующую область. Дон начинается там, где и должен быть, вытекая из Иван-озера. Иван-озера в наши дни уже нет. Также можно обратить внимание, что Донская речная система соединяется с Волгой через реки Ока и Упа. Соединение выполнено с помощью канала. Интересна эта надпись. «Дон Каруин, Оле Дон Коменс, Этре Навигабль». Перевод: «Руины Донко или Дон становится судоходным». В наши дни канала уже нет, попадалась статья, где находили его остатки. Получается такая картина. На более старой карте 1706 года Дон вытекает из Иван-озера, а на более новой карте 1745 года Дон берет начало из Переславля-Рязанской губернии. То есть каким-то непостижимым пока нам образом Дон пробивает дорогу и начинает течь за 100 с лишним километров к северу. А вообще, верна ли хронология карт или даты перепутаны? Ведь логичнее, что сперва Дон вытекал из Переславля-Рязанской губернии, потом русло засыпало, и он стал брать начало близ Иван-озера. То есть карта, датированная 1706 годом, показывает картину, которая должна была произойти после того, как русло реки было засыпано. И вот, кстати, подтверждение. На карте 1745 года отмечен город Рязань-Старая, как обычный действующий город. А на карте 1706 года подписано «Рязань-Руин». Кто не понимает, сейчас объясню. Официально Старая Рязань – это город, который сожгли татаро-монголы в далеком 1237 году. Вот руины, которые официально называются руинами города Старая Рязань. То есть город не восстановился и до сих пор в руинах. В 1778 году по указу Екатерины II Переславль-Рязанский переименовали в Рязань. По логике должно быть так. Сперва город есть, а потом от него остаются руины. Но, судя по датам карт, все было наоборот. В 1706 году показаны руины Рязани, а в 1745 году появляется город Старая Рязань. Тут мы можем понять, когда погиб город Старая Рязань. Он погиб на промежутке между 1771 годом и 1778 годом. Логично, что переименовывание города Переславль-Рязанский в Рязань разумно сделать, когда город Рязань недавно погиб и превратился в руины. То есть был город Старая Рязань, он погиб, Переславль-Рязанский переименовали в Рязань, а на месте старого города остались руины. Стало быть, карта 1706 года показывает состояние городов после 1770-х годов. Отсюда мы понимаем, что датировка карт неверная. Точнее, не так. В Европе и России использовались разные календарные системы. Почему это нам важно? Вот этот канал, который соединял Иван-озеро с рекой Упа, официально строился во времена вездесущего Петра I. Об этом даже есть рассказ «Епифанские шлюзы». В этом рассказе автор обувает в лапти и рассказывает, как крепостные крестьяне деревянными лопатами под руководством европейских инженеров копали канал, который в итоге получился не судоходный. А судя по карте, он был судоходный. Опять путаница. Для нас самое главное, что прокопать канал была задумка Петра I. Судя по выше приведенным данным, вот эти горы и изначальное русло Дона было засыпано после 1771 года. Также данный канал, который задумал Петр I, появился после 1771 года. Началось все с Ивана Грозного, вздыхает писатель Соколов. Это он установил торговые и дипломатические отношения с коварным Альбионом, затевая искреннюю дружбу с бритами, предоставляя их купцам беспрецедентные льготы. Московский царь рассчитывал в ответ на такое же доброе отношение Лондона.
Настойчиво стремился к сближению с Англией, предложил британской короне государственный союз. Но правящая тогда Елизавета I хитроумно отказала московскому царю в политическом союзе. Говорят, Иван Грозный ради укрепления связи с Англией готов был даже на династический брак с королевой-девой. Это слухи, о чем еще Карамзин писал, а вот на племяннице Елизаветы, Марии Гастингской, графине Гантингдонской, действительно хотел жениться. Даже специальное посольство дворянина Федора Писемского заслал в Лондон с наставлением. Первое – условиться о тесном государственном союзе между Англией и Россией. Второе – быть наедине у королевы и за тайну открыть ей мысль государеву в рассуждении женитьбы, если Мария Гастингс имеет качества, нужные для царской невесты. Но Писемский вернулся ни с чем. В сентябре 1557 года в Москву к царю были доставлены английские эскулапы во главе с доктором Стендишем. Позже прибыл из Лондона выпускник Кембриджа Элизеус Бомелиус, врач, алхимик, астролог, по совместительству шпион британской короны, ставший на долгие времена любимцем и личным лекарем Ивана Грозного. Но в 1579 году, пишет Карамзин, случилась одна достопамятная и всеми одобренная казнь. Медик Бомелий, ненавистный советник убийств, был всенародно сожжен в Москве. Но свято место пусто не бывает. Вскоре Елизавета присылает царю нового лейб-медика Роберта Якоби. «Мужа, искуснейшего в целении болезней, уступаю тебе, моему брату кровному, не для того, чтобы он был не нужен мне, но для того, что тебе нужен. Можешь смело вверить ему свое здравие. Посылаю с ним в угодность твою аптекарей и цирюльников, волею и неволею, хотя мы сами имеем недостаток в таких людях». 18 марта 1584 года захворавший царь расставил на шахматной доске фигуры, чтобы сыграть со своим помощником Богданом Бельским. И вдруг упал замертво. Ивану Грозному было всего 53. Хваленые эскулапы английской королевы не помогли. В народе сразу пошла молва, что царя отравили. В 1963 году в Архангельском соборе Московского Кремля вскрыли гробницы Ивана Грозного, его сыновей Ивана и Федора. Эксперты-криминалисты обнаружили, что содержание ртути в костях царя и царевича Ивана в 32 раза превышает допустимую норму. У обоих около 1,3 мг, при максимально допустимом уровне в 0,4 мг. Ртуть, как известно, очень сильный яд. Кроме того, в останках отца и старшего сына в несколько раз было превышено содержание мышьяка и свинца. У младшего сына, Федора, ртуть была в норме. В 2000 году были исследованы останки первой супруги Ивана Грозного, Анастасии, матери Ивана и Федора. Та же самая история – высокая концентрация ртути, мышьяка, свинца, особенно в волосах. Намекаете, что это дело рук англичан? А чьих же еще? Английские лекари появились впервые при дворе Ивана Грозного в 1557 году. Спустя 3 года умирает его любимая жена Анастасия, имевшая большое влияние на Ивана Васильевича. Явно отравлена заморскими лекарями. Медленно травили они ртутью самого царя и наследника Ивана. Недаром царевич умер в 27 лет от болезни. Испортившийся характер добродетельного прежде царя исследователи объясняют меркуриализмом, хронической интоксикацией ртутью. В первую очередь эта отрава бьет по нервной системе. Жертва становится агрессивной, тревожной, мнительной, легко возбуждается, гневается. Все то, что современники говорили про Ивана Грозного. А на этом все. Пишите, что думаете об этом. До новых встреч. Пока.